Итак, привет, друзья! Сегодня поговорим о приложении почта в айфоне. Чем хорошо использовать именно встроенное приложение почты в айфоне, чем какие-то отдельные почтовые программы. Для начала пойдем и посмотрим, что можно настроить себе несколько учетных записей почты в почтовой программе айфона. Для этого заходим в настройки, почта и учетные записи. Видно, что у меня настроено несколько учетных записей: iCloud, Gmail, Яндекс, Mail.ru, и можно еще что-то добавить. Настройки для учетной записи для iPhone могут отличаться от учетных записей на большом компьютере, поэтому пойдите в раздел поддержки почтовой программы, справку, и узнайте о том, как настроить вашу учетную запись для работы на iPhone. Пароли для учетных записей могут различаться. Почему же это удобно? Если мы запустим приложение почта, и, например, вот у меня есть Mail.ru, но я создам сообщение и могу здесь вот поставить, от кого я буду производить отправку, и выбрать из тех адресов, учетные записи которых у меня настроены. Например, могу отправить от Яндекса, отправить от адреса Google и так далее. Также при запуске почтовой программы вы видите, что у меня есть во входящих Mail.ru какие-то папки, и есть другие папочки от других учетных записей, которые можно свернуть. Здесь же можно нажать «Изменить», и удобно организовать свои папки для использования. Например, вот у меня помечено, видите, VIP со звездочками или письма с флажком, письма с вложениями. Здесь же можно переставить папки, как вам нужно, и отметить только те, которые вы хотите просматривать. Перейдем к созданию сообщения. При создании сообщения вы можете указать какой-то адрес вашего получателя. Например, я сам себе отправлю какую-то тему. И здесь, перейдя в текст, вы можете увидеть, что появился вот такой вот треугольничек. Если нажать на треугольничек, то мы видим, что мы можем какой-то текст здесь ввести и его отформатировать. С помощью вот этой кнопки АА нажимаем. Здесь есть разметка, жирный курсив подчеркнутый, как обычно. Есть все возможности для форматирования, а также для выбора цвета вашего текста. Вот. Но это еще далеко не все. Здесь есть возможность вставить картинку. Это вторая кнопочка. Вы можете выбрать сразу из изображений из каких-то и вставить его. Здесь есть фотоаппарат, то есть можно сделать сразу какую-то фотографию и вставить ее. И также есть возможность отсканировать документ стандартным способом сканирования документов. Наведите камеру на документ. Вот у меня какой-то документ. Мы его сейчас отсканим. Оп, отсканили, сохранили. И он сразу вставился в наше письмо. Также интересно, что есть возможность распознавания текста. То есть можно подсунуть какой-то текст под камеру. И если нажать «Вставить», то этот текст будет вставлен. Также есть иконка файла. Можно перейти в свои файлы и вставить какой-то файлик. Например, вот какой-то чек я хочу отправить своим друзьям. И он вставился в виде файла, в виде PDF. К тому же можно, если вы выбрали какой-то рисунок, есть вот кнопочка для разметки. И можно на этом файлике, например, каким-нибудь цветом что-то разметить, нарисовать. Да? Или квадратик нарисовать. Или треугольничек. Можно разметить, можно стереть. Все здесь. Это сохранится, но даже если вы не вставляли изображение, а просто пишете текст, вы можете отправить рисуночек пустой. Если вы нажмете на разметку, появляется чистое полотно, где можно что-то нарисовать, написать. И если нажмете «Готово», будет вставлен этот рисунок прямо в письмо. Такие вот возможности есть у подготовки письма. Мы отправляем, нажимаем «Отправить», он нас спрашивает о том, какого размера будет отправлено письмо. Можно его сжать, а можно отправить фактический размер. И письмо уходит. Что интересно в смысле сортировки по папкам, если мы заходим внутрь письма, то есть значок папочки, и мы можем в подготовленные заранее наши папки, их можно создать, переносить в почту. Например, это я перенесу в Done. Вот я получил свое же письмо. Его я могу сразу здесь удалить. Он открывает следующее письмо. Это я переношу в чеки квитанции. Видите, он даже запомнил у меня, что у меня чеки квитанции есть. Перенес чеки квитанции. Это какая-то реклама. Мне не нужна. Это афиша. Мне не нужна. Это
как ни странно, чек, он уже знает, что это чек. Ну, а это какой-то касается путешествий. Я переношу в travel. Также есть возможность сортировки сообщений и управления ими прямо из списка входящие. Если смахнуть влево, то мы увидим опции поставить флажок, например, можно удалить в корзину, а можно нажать еще, и появляется куча возможностей по работе с конкретным сообщением. Например, флажок у меня стал желтым, а я хочу, чтобы он был красным. Например, я могу пометить это сообщение как непрочитанное, тогда оно становится непрочитанным. Я могу переместить сообщение в другую папку, послать его в архив, переместить в спам, не уведомлять о приходе конкретно этих сообщений или уведомлять, ну и также заблокировать отправителя. А еще я могу нажать «Напомнить», и он меня спросит, когда мне напомнить. Например, завтра. Если я смахну сообщение не влево, а вправо, то появляется две возможности. Помечать как прочитанное или не прочитанное. А также здесь же можно нажать «Напомнить» и прямо установить дату, когда напомнить. Ну и еще раз давайте переместим сообщение в папки, чтобы у нас во входящих ничего не осталось. Следуем принципу пустого инбокса. Что я еще хотел рассказать про программу почта, это то, что очень удобно что-либо отправлять, когда почтовая программа настроена. Например, вот я зашел в фотографии и нажимаю вверх, у меня появляется пункт «Почта». Я могу нажать на него, и сразу создается сообщение со вложенной фотографией. Я могу здесь ввести адрес и сразу отправить. Очень удобно уже вложенную фотографию, где он меня спрашивает, какой размер отправлять. Также можно поступать и с файлами. Берем какой-нибудь файлик, на него нажимаем «Поделиться» и выбираем приложение «Почта». И файл уже вставился туда, можно отправлять. Вот что я вам хотел рассказать про программу почта. Рекомендую пользоваться. Конечно, есть еще и встроенные приложения типа Mail.ru или Google Почта. Но когда у вас все учетные записи находятся в одной программе, это очень удобно и полезно. Ставьте лайк, если было полезно. Подписывайтесь. Спасибо, что смотрели.